Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 9 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В субботу, 8 февраля, в рамках соглашения о прекращении огня, Хамас передали Красному Кресту 3 израильских заложников. После этого они были доставлены на территорию Израиля, где смогли воссоединиться со своими семьями. Это уже 5-й обмен с начала перемирия, вступившего в силу 19 января. Взамен Израиль выпустил из тюрем очередную группу из более чем 180 палестинских заключенных. Среди освобожденных заложников 3 израильских граждан: 52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен Ами и 34-летний Ор Леви. Шараби и Бен Ами из кибуца Баири. В октябре 23 года кибуц стал одной из целей Хамас. Ор Леви же был захвачен во время фестиваля Нова на юге Израиля в день атаки Хамас 7 октября 2023 года. Хамас передал наших граждан Красному Кресту в районе 11 часов утра вчера в субботу по местному времени в секторе Газа. Перед передачей боевики вывели заложников на трибуны. Похищенные были одеты в коричневые брюки и рубашки, а в руках держали, судя по всему, свидетельство об их освобождении. Все 3 мужчин выглядели изможденно. Они провели в плену 491 день. Обратите внимание на фото на своих экранах видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Мария. Красный Крест так и не посетил заложников во время их пребывания в Газе, но при этом вчера стоял на сцене рядом с нашими гражданами ради бессмысленной церемонии подписания. Новости на Радио Мария. Израильские заложники, освобожденные Хамас, в субботу 8 февраля вернулись из Газы, цитирую, в плохом состоянии, сообщили в больнице, где им оказывали первую помощь. Последствия 491 дня плена очевидны для заложников. Их состояние плохое. Это уже 4-й раз в нынешних рамках, когда мы принимаем вернувшихся, и на этот раз ситуация более серьезная. Между тем, врачи в больнице Шиба считают, что состояние сегодняшних заложников хуже, чем у тех, кто был освобожден ранее. Их состояние, цитирую, вызывает глубокую и серьезную беспокойность относительно условий тех, кто все еще удерживается в заложниках. Конец цитаты. Различные комментарии представителей здравоохранения Израиля относительно заложников указывают на то, что Хамас не давали им пищу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу угрожает террористам Хамас после освобождения в субботу 3 заложников в изможденном состоянии. Нетаньягу клянется уничтожить Хамас. Мы снова увидели, какие это монстры из Хамаса. Это те же монстры, которые лишали жизни наших граждан. Премьер-министр заявляет, что правительство сделает все возможное для возвращения всех оставшихся заложников, добавив, что он дал указание израильской переговорной группе требовать их безопасности. Но помимо этого президент Трамп полностью со мной согласился, продолжает Нетаньягу. Мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но Хамас там не будет. Мы уничтожим Хамас и вернем всех наших заложников, еще раз заявляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. В это же время президент Израиля Ицхак Герцог говорит, что, цитирую, «освобожденные заложники – это преступление против человечности, то, что мы увидели, и призывает мир к действию». Вот как выглядит преступление против человечности, пишет Герцог в посте в соцсети X. Завершение сделки о заложниках – гуманитарный, моральный и еврейский долг. Необходимо вернуть всех наших сестер и братьев из ада плена в Газе. Всех до единого, призывает президент Израиля.
Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон требует, чтобы генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил, цитирую, «ужасное обращение Хамас с заложниками», после того, как вчера утром из Газа были освобождены 3 израильских граждан в истощенном состоянии после 491 дня плена. Дани Данон призывает главу ООН Гутерриша потребовать безоговорочного освобождения из ада в Газе оставшихся 73 заложников, похищенных Хамас 7 октября 2023 года. От недоедания страдают не жители Газы, не боевики Хамас, а наши заложники, пишет Данон в письме Гутерришу. Новости на радио Нария. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич критикует своих коллег-министров, а также других депутатов Кнессета за сравнение состояния 3 освобожденных в субботу заложников с состоянием людей, цитирую, переживших пост. Страдания наших заложников в жестоком плену у Хамас душераздирающие, но сравнение с постом, цитирую, является серьезной ошибкой. Но тем, кто все еще сравнивает обращение Хамас с нашими заложниками с сегодняшним постом и пытается заставить нас сдаться Хамасу из-за этого, у меня есть вопрос. Подписали бы вы сделку с Гитлером, которая оставит нацистов у власти и позволит им подготовить следующий пост, продолжает Смотрич, говоря, что эта логика была основой его несогласия с любой сделкой по прекращению войны, которая оставит Хамас у власти. Наряду с важностью возвращения всех заложников мы должны уничтожить и стереть с лица земли Хамас и все, что с ним связано в секторе Газа, чтобы на земле не было ни одного человека, который бы снова подумал о похищении евреев и подобном обращении с ними, говорит министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Главные новости Израиля. Мать заложника Матана Зангаукера, Эйнав Зангаукер, сын который все еще находится в Газе в плену, обратилась к премьер-министру Биньямину Нетаньягу. Цитирую: «Нетаньягу, вы видите, как выглядят освобожденные? Видите ли вы последствия ваших препятствий? В течение нескольких месяцев мы кричали, что они голодают. А что, по-вашему, произойдет, если вы будете продолжать препятствовать и препятствовать? Этот ад больше не может продолжаться. Тот, кто не выберется оттуда сейчас, не выживет в аду. И пока они переживают Холокост, а вся нация рыдает, вы, премьер-министр, отдыхаете в Вашингтоне. И в это же время вы пытаетесь саботировать переговоры о втором этапе, который должен был начаться еще 6 дней назад». Конец цитаты. Заявление Эйнав Зангаукер об отдыхе Нетаньягу в Вашингтоне – это ложное заявление. Напомню, что премьер-министр Израиля в Вашингтоне встречался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В пятницу вечером и в субботу Нетаньягу не мог вернуться в Израиль. В шаббат самолеты не летают. Аналогичную грязь против премьер-министра Нетаньягу о том, якобы, что он отдыхает в Вашингтоне, в субботу опубликовали и русскоязычные печатные израильские интернет-помойки, которые себя называют новостными изданиями, но по факту занимаются переводом и адаптацией материалов для русскоязычной аудитории Израиля. Не читайте проплаченную грязь. נתניהו, אתה רואה איך הם נראים? אתה רואה מה ההשלכות של הטרפודים שלך? חודשים אנחנו צועקים שהם מעורבים ועוברים התעללות. מה חשבת שיקרה כשהמשכת לטרפד ולטרפד? אי אפשר להמשיך את הגיהנום הזה יותר. יהודים עוברים שואה. 3 שחזרו היום הם ניצולי שואה. מתן שלי עובר שואה. מי שלא יצא משם עכשיו לא ישרוד את התופת. ובזמן הזה, כשהם עוברים שואה והעם כולו בוכה, אתה ראש הממשלה נופש בוושינגטון. И о судьбе семьи Бибас. Ярден Бибас, освобожденный из Газа 1 февраля в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сделал свои первые публичные заявления после своего освобождения. Далее цитирую. «7 октября 2023 года меня похитили из Израиля. 1 февраля 2025 года я вернулся в другую страну. Я знал, что народ Израиля объединяется во время бедствий, но я никогда не знал, в какой степени. Благодарю всех, кто поддерживал меня и мою семью в течение многих дней плена. Особая благодарность израильским солдатам. Вы герои, каждый из вас.
Спасибо вам, говорит Ярден Бибас. Напомню, что Ярден Бибас был похищен отдельно от своей жены Шири и маленьких сыновей Ариэля и Кфира, когда Хамас ворвались в их дом в кибуце Нир-Оз. В ноябре 2023 года Хамас заявили, что Шири и двое мальчиков не выжили в плену. Израиль же тогда не подтвердил это заявление, но выразил серьезную беспокойность их судьбой. Добавлю, что Шири и двое сыновей должны были быть освобождены в соответствии с текущим прекращением огня. К сожалению, моя семья пока не вернулась ко мне домой, продолжает Ярден Бибас. Они все еще там, мой свет все еще там, и пока не там, здесь темнота. Благодаря вам я вернулся, помогите мне вернуть свет в мою жизнь. Ярден Бибас обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу. «Верните мою семью, верните моих друзей, верните всех домой». Конец цитаты. В отчете, в котором приводятся свидетельства, одобренные к публикации семьей Ярдена, говорится, что изначально он думал, что его жена и маленькие сыновья избежали его участи, и неоднократно просил своих похитителей подтвердить это. Чтобы заставить Ярдена замолчать, террористы, как сообщается, сначала сказали ему, что Шири, Ариэль и Кфир выжили. Позже же захватчики приказали женщине-заложнице сказать Ярдену, что его жена и маленькие сыновья не выжили. Добавлю, что в последние несколько часов Хамас еще раз передали Израилю через посредников, что согласны вернуть останки семьи Бибас, однако полностью возложили вину за то, что произошло, на израильские силы. По информации арабских СМИ, террористы утверждают, что передача тел Шири Бибас и ее сыновей, 5-летнего Ариэля и 2-летнего Кфира, задерживается из-за того, что Израиль якобы не предоставляет тяжелую технику и спецоборудование, необходимое для извлечения их из-под завалов. Согласно версии, озвученной Хамасом, жена Ярдена и его сыновья не выжили в результате израильского авиаудара в ноябре. Израильские власти пока не комментируют эти заявления. Но в это же время арабское издание Quds News Network сообщает, что Хамас подтверждают информацию о семье Бибас и соглашаются передать останки израильской семьи Бибас в ответ на израильский запрос через посредников. Однако передача остановилась, поскольку Израиль не предоставил оборудование. Радио Нария верит, что семья Бибас выжила, что шанс еще есть, и что все эти заявления – это психологическая провокация. Мы ждем хороших новостей. Внимание! Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал постоянно распространяет ложь, всех хоронит и вводит войска в разные страны. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам нашего канала. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. Кроме этого, у нас есть резервный канал, который называется Радио Нария Ньюс Новости Израиля. Главное, определите, что вы смотрите именно канал Радио Нария. Все остальные каналы не имеют к нам никакого отношения. Не смотрите фейки и ложь. Новости на Радио Нария. Только после освобождения из плена заложник Ор Леви узнал о том, что его жена не выжила. Мать Ора Леви рассказала, что все это время сын находился в туннеле террора, полностью отрезанный от внешнего мира, и лишь подозревал, что его жена Эйнав могла не выжить. Сегодня он наконец спросил, и ему подтвердили это. Но сын Ора Леви смог выжить. Вчера он спросил: «Папа, почему ты так долго не возвращался?» Первой просьбой освобожденного заложника Эли Шараби по возвращению в Израиль было увидеться с семьей, поскольку он не знал, что его жена и двое дочерей были лишены жизни в результате нападения Хамас 7 октября 2023 года. Новости на Радио Нария. Главные новости Израиля. Завершаем наш эфир кадрами, который должен увидеть весь мир.
Мы же Радио Нария благодарим вас за то, что были вместе с нами. Напомним, что поддержать Радио Нария вы можете прямо сейчас. Подпишитесь на этот канал, нажмите на кнопку «Подписаться», нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Благодарность и нашим спонсорам. Следите за всей оперативной информацией в нашем телеграм-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Завтра, 10 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.